Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, проект Forex Times и я, Дэн Стрелков. И, как всегда, приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете торговые сигналы, торговые идеи по волнам Ральфа Эллиотта, прогнозы на основе данных Чикагской товарной биржи, а также чат, как я уже сказал, торговые сигналы, собственно, и обучение. А также, коллеги, я активировал давно мною забытый софт, который будет показывать мне объемы и кластеры, то есть диапазоны крупнейших объемов скопления фьючерсных контрактов Чикагской товарной биржи. Поэтому сейчас в комьюнити мы еще и будем видеть мало того, что интерес профессиональных участников рынка с Чикагской товарной биржи в виде опционных контрактов, теперь мы будем видеть непосредственные заливки большого, именно огромного количества фьючерсных контрактов, которые нам будут непосредственно указывать на сильнейшие диапазоны поддержки и сопротивления. То есть мы мало того, что видим целевые уровни, теперь мы еще будем видеть диапазоны, из которых цена с наибольшей вероятностью будет стартовать вверх или, собственно, вниз. Поэтому присоединяйтесь к комьюнити Forex Times, вы никогда об этом не пожалеете. Ну что же, сегодня, как всегда, евро, золото и бонусом по-прежнему идет фунт. Почему, разумеется, объясню, как только мы до него дойдем. Ну что ж, друзья, поехали по евро. Опять же таки, по евро наши коллеги в данный момент обсуждают только два варианта развития событий. Но я хочу сегодня еще рассказать о третьем варианте развития событий, который очень может случиться, но в любом случае вы должны понимать, что пусть то первый вариант, второй или третий, нарисуем так. Первый вариант примерно такой, второй вариант чуть ниже и третий еще ниже. Первый, второй, третий варианты — это все коррекционные варианты, коррекционные модели волновой структуры рынка, после чего, разумеется, исключительно мы будем покупать. А вот почему мне нравится третий вариант, который вообще никто не обсуждает, я расскажу чуть позже. Ну что ж, поехали. Собственно, друзья, первый вариант — это вероятное развитие в данный момент начального диагонального треугольника, собственно, 1, 2, 3, 4, 5, после чего ожидается коррекция и рост в направлении уровня 1.2200 или 1.2050. Собственно, у нас стратегический уровень в комьюнити обозначен 1.2200. Это первый вариант. Как он ловится, я думаю, что вы прекрасно понимаете. Дожидаемся коррекцию и потом либо покупки на ожиданиях, чего я не рекомендую. Почему? Опять же, вы поймете, когда мы дойдем до третьего варианта или как минимум второго, либо дожидаемся импульс, коррекцию и отложенный ордер buy stop. Это вариант номер один. Вариант номер два — это образование треугольника, собственно, что является тоже коррекционной моделью. Опять же, волна А, Б, С, Д, Е и опять же вверх. Точно так же, как и классическая коррекция зигзага, также отрабатывается импульс, коррекция, отложенный ордер buy stop. А вот третий вариант, который может вполне себе иметь место быть, это по-прежнему плоскость, друзья, зигзаг вниз, зигзаг вверх с обновлением максимума и импульс в виде конечного диагонального треугольника. Вот таким вот, вот таким образом, и потом с отработкой вверх. Что касается краткосрочной перспективы, считаю, что продажи в краткосрочной перспективе могут иметь место быть в диапазон уровней 1.3050. Прошу прощения, 1.1550 — это максимальный открытый интерес по пут-опционным контрактам.
месячным именно пут-опционным контрактом, а 1.15.2.0 это уже максимально открытый интерес по недельным пут-опционным контрактам. А теперь объясню, в чем смысл третьего варианта развития событий и почему я говорю о том, что продажи, хоть это и коррекционные продажи по данному торговому инструменту, имеют место быть. Обратимся с вами к данным Чикагской товарной биржи. Я вам на графике показываю циферки разные. Вы можете подумать, что я вам ерунду какую-то там показываю, поэтому я непосредственно хочу вам показать с сайта Чикагской товарной биржи. Возьмем недельные опционные контракты с экспирацией на 19 декабря, и мы с вами увидим огромное скопление опционных контрактов в пут, которыми в основном профессионалы хеджируют свои покупки на фьючерсном рынке. 7256 контрактов на страйке 1.15, то есть 1.15 это и есть тот уровень, про который я вам говорил, уровень максимального открытого интереса. И вы видите, что эти контракты собирались на этом уровне постепенно. 330 миллионов, 287 миллионов, 172 миллиона, 123 миллиона. И здесь совокупно на уровне 1.15.2.0 профессионалы из Чикаго считают, что если цена каким-либо образом сюда дойдет, очень хороший уровень для возобновления покупок. Это в краткосрочной перспективе. Однако давайте с вами посмотрим экспирацию на 26 декабря, через неделю. Ну, вы видите, здесь контрактов практически нету. То есть именно пока в данный момент профессионалы нацелены именно на 19 декабря. А вот сейчас будет интересно, мы с вами посмотрим месячные экспирации. 9 января, посмотрите, пожалуйста, скопление опционных контрактов в пут, огромные скопления. Страйк 1.125, 1.135 мы брать сейчас не будем. Это вариант номер 3. Это страйки, я их отметил даже зелеными линиями на график. Это скопление опционных контрактов на 705 миллионов долларов и 652 миллиона долларов. Но вы посмотрите, пожалуйста, на скопление опционных контрактов. Вот это скопление опционных контрактов. И если мы посмотрим на Чикаго, то вот они. 6655, 8147, 6235. То есть, посмотрите, пожалуйста, профессионалы считают, что цену, скорее всего, увидим именно на снижении. И уровнями, страйками опционных контрактов пут отмечены уровни, где с большой вероятностью профессионалы на Чикаго будут входить фьючерсными контрактами на покупку. Более того, если мы посмотрим экспирацию на уже февраль месяц, то мы увидим, что ничего не изменилось. Посмотрите, опционных контрактов call, крупных скоплений, как не было, так и нет. Профессионалы по-прежнему считают, что коррекция рынка имеет место быть и еще даже глубже, чем на январь. И только мартовские опционные месячные контракты показывают что нам, что ну наконец-то, только к марту месяцу профессионалы ожидают разворот в направлении уровня 1.18. Только мы сейчас на уровне 1.18 почти были, видите? То есть к марту месяцу, а это колл опционные контракты. То есть контракты, которые находятся в основном выше цены и которыми профессионалы хеджируют свои продажи. Так вот, только еще на март месяц профессионалы считают уровень 1.18 хороший уровень. Мы с вами можем посмотреть помимо контрактов открытый интерес в виде графиков. И мы увидим с вами, что на январь, смотрите, какие скопления, крупные скопления опционных контрактов пут внизу. То есть цена снижается, и профессионалы начинают в рынок входить фьючерсными контрактами на покупку. Да, я абсолютно всеми ногами и руками за то, чтобы покупать.
Потому что у нас есть что? Есть импулься, прошу прощения, ладно, пусть будет слово просто импульс, да, и коррекция, и вопрос с этой коррекцией, она какая? Она уже прошла, и мы летим вверх. Или у нас треугольник все-таки еще будет, и мы летим вверх. Или все-таки конечная диагональ, и мы летим вверх. Но то, что мы будем покупать, безусловно, и мы это видим. Профессионалы на Чикаго показывают нам это в виде крупных скоплений опционных контрактов в put. Вы видите, что продавать они не хотят ни в коем случае. Их вообще не интересуют никакие уровни наверху. Они не ожидают роста, они ожидают снижения. Февральские контракты, то же самое, посмотрите. Уровни 15.50, прошу прощения, не уровни страйки. 1.15, 1.14.50, 1.14. Профессионалы считают, что январская экспирация, февральская – это снижение цены. И только уже к марту месяцу, то есть, ну вот февраль, вторая половина февраля, вот этот у страйк 1.18, что цена к нему к марту месяцу вернется. Вот, собственно, ожидания профессионалов на Чикаго. Поэтому, друзья, я и рассказал вам сегодня про третий вариант, который вполне себе возможен. Это конечный диагональный треугольник в рамках вероятной плоскости. Зигзаг, зигзаг, импульс. И после этого покупки. Почему же я говорю, что торговля сейчас на коррекции вполне себе возможна? Потому что я вам только что показал, что профессионалы на Чикаго ждут именно коррекцию. Поэтому я знаю, что ручки чешутся у очень многих трейдеров, которые меня слушают. Поэтому, если у вас ручки чешутся, пожалуйста, можете, в принципе, попробовать продавать. И что самое интересное, если я все, что сейчас сказал, окажусь неправ, то цена действительно, немного скорректировавшись, резко рванет вверх. Но с точки зрения данных Чикаго, я этого не вижу. Но вы должны всегда понимать, что такое может произойти, потому что профессионалы на Чикаго тоже ошибаются. Золото. По золоту ничего вам хорошего не скажу, по той простой причине, что по золоту, опять же таки, есть два варианта развития событий. Здесь, в принципе, несложно предугадать характер, собственно, этих вариантов. А именно, диагональный треугольник виден. Большая вероятность, что этого диагонального треугольника еще не хватает двух волн. А теперь внимание. Какие же варианты с этим диагональным треугольником? Разумеется, любой из вас скажет, что это начальный диагональный треугольник. Так, проставим здесь раз, два, три, четыре, пять. Начальный диагональный треугольник. И после коррекции будем покупать. Ну, прекрасно, так нам же нужна эта коррекция. Четвертая волна и пятая волна не торгуются в таких фигурах. Следовательно, либо нужно расторговать коррекцию на продажу, либо только ждать покупку. Но это вариант номер один, но есть проблема. Если мы с вами посмотрим чуть шире, то мы увидим с вами, ну более того, что не то, что мы увидим, мы с вами прекрасно знаем, что у нас идет восходящий тренд. А в восходящем тренде, если вдруг предположить, что у нас зигзаг прошел, и это у нас коррекционная волна 4 образовалась, то диагональ может быть не начальной, а какой, правильно, диагональ может быть конечной. И вы прекрасно знаете, что в классическом импульсе еще и пятая волна может быть запросто усеченной. То есть эта диагональ может и не превышать максимум, ей не обязательно. Если это конечный диагональный треугольник, то он просто разворачивается и цена летит вниз. Вопрос, так что ж делать? По идее, если разобраться, то у нас и в первом, и во втором варианте есть вот эта коррекция.
Вот это. В первом варианте небольшая, в втором варианте там полет вниз конкретный. Можно попробовать нащупать, найти вершину этого диагонального треугольника. А вы знаете, между третьей и пятой волнами диагонального треугольника дивергенция очень приветствуется. Если найдете дивергенцию, потом небольшой импульс, коррекция, можете просто выставить отложенный ордер на продажу. И либо вам повезет, и вы поймаете нисходящую коррекцию, либо вам сказочно повезет, и это окажется конечный диагональный треугольник, и, пардон, и вы улетите вместе с ним далеко-далеко вниз. Золото вниз, а ваша прибыль вверх. Но, собственно, таким образом по-другому никак здесь не объяснить. Да, и если мы посмотрим данные Чикаго, то в основном там все смотрит вверх. Пока на самом деле в сторону уровня 4400, 4500 и так далее, и так далее. Хотя, опять же таки, скоплений, как таковых уже очень крупных наверху, видите, уже нету. То есть уровень с 4500 и выше буквально почти ничего не осталось. Вот, ну и тем более вы знаете, что золото очень сильно реагирует на геополитические изменения в нашем мире, следовательно, читайте новости, желательно читайте очень актуальные новости, смотрите, следите. Если как только где-то с кем-то заключает мир, то это очень позитивно сказывается именно на снижении данного торгового инструмента. И фунт, друзья, на самом деле любой человек здравомыслящий на мое предложение о том, что фунт можно продавать, и в комьюнити мы его продаем, может сказать: Дэн, ты что, с ума сошел? Ну, вообще-то у нас очевидный зигзаг, коррекция и, более того, еще очевидный зигзаг. И вот у нас прошла коррекция, и мы сейчас устремляемся в рост. Ну да, в принципе, да. Единственное, есть но. Вот в этом зигзаге у нас получается пятая волна. Э, Прошу прощения, здесь да, если здесь прошел зигзаг, будет проблема. Я не про зигзаг имел в виду, а если мы начали снижение с импульса начального расширенного диагонального треугольника, тогда здесь у нас импульс будет начальная диагональ в волне 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь есть проблема с этой пятой волной, она усеченная. Усеченные пятые волны – это не такое частое событие, как могло бы быть. Но если предположить, что да, действительно она здесь имеет место быть, то, следовательно, у нас развивается чистейший импульс. И сейчас после коррекции рассматриваем исключительно покупки. Это волновая теория. И да, действительно, мне нравится этот вариант, но вы знаете, что будет но, разумеется. А но это данные Чикаго. У нас с вами на канадце была ситуация, про которую я говорил, и канадец расторговался все четко, как я и предполагал. А именно, вы помните, что я говорил на росте торгового инструмента, по какой-то причине профессионалы переписали свои ожидания вниз. И пока торговый инструмент здесь летал вверх-вниз, вверх-вниз, они переписали еще раз свои ожидания вниз. И образовался импульс, коррекция, после чего профессионалы уже переписали свои ожидания вверх, но цена полетела расторговывать максимальный открытый интерес по колл-опционным месячным контрактам. А вы знаете, что это контракты, которые являются уровнем сопротивления. Вот он. А если они вдруг оказываются внизу цены, цена очень хочет их расторговать. Вот и раз, вот два, ну и, собственно, вот у нас третий пример. Так вот, по фунту произошло тоже абсолютно самое, что я только что показывал по канадскому доллару. Фунт растет. Максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам переписывается вниз. Фунт растет дальше, профессионалы снова переписывают его вниз.
Более того, посмотрите, и здесь максимальный открытый интерес улетает вниз. То есть на росте торгового инструмента лучшие из лучших на Чикаго считают, что это на самом деле ерунда. И что здесь у нас не импульс, а по какой-то причине здесь, допустим, какой-нибудь зигзаг, и будет продолжение снижения. Хотя как объяснить это с волновой точки зрения, ну, как-то мне не очень в голову приходит что-нибудь. Единственное, хотя... Нет, тут вообще мне не... да, единственное, что... Если у нас здесь, собственно, был импульс, начальный расширенный диагональный треугольник, то здесь у нас окончание именно в виде конечного диагонального треугольника, а именно импульс в виде начальной диагонали, коррекция, импульс, и вот эта волна 1, потом 2, потом 3, 4 и 5. Вот, друзья, вот на что это похоже? Похоже на то, что я рисовал по евро. Поэтому в краткосрочной перспективе по фунту, конечно же, рассматриваем снижение к уровню 1.3150. Все-таки здесь находится максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам, который представляет из себя уровень сопротивления, но никак не поддержки, а значит, надо бы его все-таки расторговать. И дальше уже будем смотреть на характер снижения. Но если мы обратимся к данным Чикаго, то мы увидим, что по фунту там еще поинтереснее, чем по евро. Во-первых, если мы в краткосрочной перспективе обратимся к недельным опционным контрактам с экспирацией на 19 число, то мы, в принципе, ничего особого тут не увидим. Обратимся на 26 число, и мы видим с вами, что на страйках 1.3275 и 1.3225 опционные контракты put. То есть профессионалы ожидают снижения, чтобы в краткосрочной перспективе покупать. Кол опционных контрактов практически объемов нет. Но это недельные контракты. Месячные – это просто сказка. Во-первых, максимальный открытый интерес по пут-опционным контрактам на уровне 1.27. Но это полет вообще сумасшедший на 660 пунктов. Это просто ахтунг. Если мы обратимся к февральским контрактам, изменился только страйк 1.3150, но это 200 пунктов снижения. И теперь давайте посмотрим именно сами контракты. Собственно, уровень 1.27, 7452 контракта. Это вот эти 578 миллионов долларов опционных контрактов put. Я не очень понимаю, как может быть такое, чтобы профессиональные команды аналитиков, которые работают в хедж-инвест-фондах и там крупнейших банков, которые расторговываются на Чикагской товарной бирже, они, видя, казалось бы, видя законченную структуру коррекционную снижение, они с дуру решили выкинуть 578 миллионов долларов на опционные контракты put, чтобы якобы цена сейчас доползет до уровня 1.27, и они здесь войдут в рынок фьючерсными контрактами на покупку, а это у них страховка. То есть захеджировали они фьючерсные контракты опционными. А купили они их месяц назад, потому что вот на этой цене фьючерсные контракты на данном страйке на экспирацию январскую, видите ли, были недорогие. Поэтому их тут и купили эти 7 тысяч, сколько мы там смотрели, 7 тысяч, ну это сейчас 7452 контракта. Было то ли больше, то ли меньше, они меняются периодически. Вот. Мне очень интересно, как это сидят профессионалы и думают, давай просто выкинем $500 миллиарда. Зачем они нам, да? И если мы с вами еще посмотрим экспирацию февральскую, то февральская экспирация показывает нам два страйка. 1.31 и 1.3150. Ну и 1.32. Но основной здесь страйк 1.3150.
Где он находится? Ну, собственно, вот у нас открытый, максимально открытый интерес по колл-опционным контрактам. То есть здесь у нас находится чуть более 3000 опционных контрактов, пут, собственно. Так давайте сюда сбегаем, а тут уже будем смотреть, чем мы будем заниматься. Может быть, будем покупать. А если тут вдруг обнаружится снижение в виде импульса, тогда коррекция и продолжение снижения на импульсе, потому что импульс один не может быть в коррекции. Нужно как минимум два импульса, соединенные коррекцией. Тогда получится у нас А, Б, С коррекция, после которой можно будет покупать. Собственно, снижение здесь 200 пунктов. Примерно то же самое, как и я рекомендую по евро. Тоже здесь у нас 180 пунктов, к примеру. Вот. Друзья, такие дела. Да, и плюс еще можно, кстати, посмотреть книгу ордеров брокера Оанда, американский крупный очень брокер, и мы с вами увидим, сейчас я вам объясню, что это такое. Вот это лимитные ордера покупателей, то есть на покупку. Вот это убыток продавцов, а вот это убыток покупателей. Вопрос, куда лучше с точки зрения того, чтобы у толпы, у хомяков забрать деньги, лучше всего цене пойти? Конечно же, вниз. При движении цены вниз э, убыток продавцов станет их прибылью. Но прибыль покупателей, вот она, станет убытком. Как вы видите, прибыли покупателей больше, чем убытка продавцов. А значит, цене, чтобы забрать деньги у хомяков, выгоднее сходить вниз. Но и хомячки на уровне 1.3285 уже выставили огромное скопление лимитных ордеров на покупку. Но, друзья, 1.3285, а цена сейчас там 1.3375, то есть 90 пунктов. То есть, почему бы нам с вами все-таки не отработать фунт на продажу? Поэтому как бы я здесь не крутил, не вертел, и, кстати говоря, и пин-бар у нас тут, в принципе, достаточно неплохой образовался. В общем, смысл в падении есть. Коррекционное это падение или все-таки оно пойдет дальше, это покажет нам будущее. Мне, конечно же, очень хотелось бы увидеть, чтобы цена и по евро, и по фунту сходила гораздо ниже, чем для обычной коррекции не на 200 пунктов, а по евро на 400, а по фунту на 600, да? Да, на 640. Тогда мы сможем заработать на падении фунта, так как мы его и так в любом случае сейчас продаем. И плюс потом сможем очень неплохо развернуться, потому что, опять же таки, друзья, по фунту, как и по евро, у нас есть нормальное импульсное движение и коррекция. Так вот, остается только вопрос, будет расторговываться таким образом или все-таки вот так вот. Вот таких вот два варианта. Спасибо большое, друзья, что сегодня послушали лекцию. Надеюсь, вам она помогла. Тем более вы увидели, что вы можете самостоятельно заходить на сайт Чикагской товарной биржи, просматривать ожидания профессионалов, все-таки лучших из лучших. Чикагская биржа самая крупная биржа в мире. Также, если вас заинтересуют данные, которые я показывал на сайте forextimes.pro, опять же, можете ко мне обратиться, я вам объясню. Если вас заинтересуют паттерны Гартли, я дам вам специальный индикатор. Вы сможете с помощью его отслеживать паттерны Гартли, чтобы вы понимали, здесь вся информация по данному инструменту есть. Также вся информация по инструменту Order Book. Она не очень простая, ее здесь немало, но она вам очень может пригодиться, чтобы видеть манипуляции рынка и чтобы понимать, в каких ситуациях рынок куда может пойти. Например, по-моему, доллар-франк, если я не ошибаюсь. Да, вот, друзья, посмотрите, пожалуйста, вот это убыток покупателей. Вопрос. Будет ли расти у нас франк очень сильно? Скорее всего, нет.
Потому что вот этот убыток, кстати, франк прогнозируем на рост, но коррекционный рост. Потому что глобальный рост – это разворот всего рынка. Это означает, что хомяки заработают денег, много денег. А чё это рынок, в какой-то веке рынок решил хомякам дать возможность заработать деньги? Для меня это не очень понятно. Более того, посмотрите, пожалуйста, это скопление, крупные скопления, прошу прощения, не опционных контрактов, конечно, лимитных ордеров на продажу. Плюс продавцов у нас 57%. Я думаю, что франк обречен в том плане, что рост на пунктов 100-150 имеет место быть, но в дальнейшем, скорее всего, с огромной вероятностью будет падение, потому что все-таки рынок не любит отдавать деньги хомякам, это во-первых. Ну и во-вторых, все-таки скопление лимитных ордеров на продажу имеет место в данный момент быть. Поэтому заходите опять же таки на сайт forextimes.pro, посмотрите здесь информацию, и можете мне в личку смело писать. И, разумеется, присоединяйтесь к комьюнити Forex Times. Еще раз говорю, у нас есть и чат, и обучение, и вы никогда не пожалеете о том, что стали частью комьюнити. Все. Всем спасибо огромное, всем классного вечера и пока-пока.